Всем привет, с вами Дэн, и сегодня поговорим сразу про 5 новинок лимиток микробрендов 2025 года. Такие прям супер горячие новиночки, только что, как говорится, из печки. И начнем мы, наверное, вот с этой модели. Это Spinnaker, очень хорошо вам известный бренд в линейке Picard, но это особая модель. Посмотрите, написано, что Корсар, пиратские часы. Ничего подобного я что-то не... Это да! Слушайте, вот это круто. Так, тут что у нас? Тут у нас фонарик. Клад от пиратов. Давайте смотреть, открывать скорее уже. Вот это да! Ну, здесь Spinnaker, конечно, прям ребята постарались. Мануальчик у нас, да, ну это все понятно. Лимиточка, ремешок второй в комплекте. Причем, смотрите, везде все сделали брендировано именно под вот эту конкретную лимиточку. Череп даже на бакле. Инструмент для замены ремешка. Ну и, конечно, самое главное, это часы. Вот это бомбяо. Ну, распакую и продолжим. А теперь сразу немножко в противоположность, потому что у нас i8, это бренд пилотский, лимиточка Hawker Hurricane и тоже очень необычная и очень интересная. Давайте смотреть. Так, тут у нас лимитка 400 штук. В комплекте много чего идет. Вот такая красивая книжечка. Круто. Такая вот брендированная, опять же, тряпочка под конкретную модель. И да, здесь тоже есть ремешок в комплекте, система замены ремешка. И вот такие необычные часы с красивым циферблатом. Распакуем и продолжим. Ну что же, пираты были, пилоты были, а теперь Nubeo, и это уже космическая тематика. Давайте смотреть. Вообще прям необычная плоская коробка, что нестандартно. Так. О-хо-хо, да. Здесь у нас блуждающий час. Тоже, кстати, в комплекте 2 ремешка. Я смотрю, это уже становится такой хорошей традицией 2025 года. Не могу не похвалить эту традицию. Здесь большущая такая карточка, лимитка, мануальчик и блуждающий час в очень такой яркой, сочной и, я бы сказал, позитивно-космической расцветочки. Ну что же распакуем? О, такие увесистые. Распакуем, будем смотреть. Ну что, готовы к чему-то прям совсем необычному. Это японский микробренд Tacx. И у них всегда что-то прям совсем, необычное. Даже вот как коробки открываются необычно. Тут сразу характеристики, да? Сделано в Японии. 150 штук и... И это прям... Я в шоке. Что это? У нас теперь часы-робот. Ё-моё. Да. Вот это круто, да. Получается, у нас робот-голова. А? У вас домашний робот на столе, которого можно еще и носить на запястье. Тоже распакуем и будем детально смотреть на эту няшечку. Ну и на финалочку у нас самая большая коробка. И это Nubeo. Тоже 2 модельки. У них прям в начале года много всего интересного вышло. Так, тоже, естественно, лимиточка. И тоже, естественно, это такой космической тематики. Так. Опа, смотрите, какая у нас презентация красивая. Это, ё-моё. Вот они, красавцы, они же у нас тоже прозрачные и, конечно, с турбионом. Ну и вот так это будет у вас стоять по красоте, а? Круто. Ну что ж, начнем со Spinnaker. И сразу скажу, что цены озвучивать не буду, потому что мало ли что изменится, пока ролик выйдет. Оставлю ссылки в описании к ролику. Спасибо BestWatch, что дали возможность рассказать
про топовые новинки 2025 года. Итак, Spinnaker Corsair в линейке Picard. Эти часы вышли, и вы, конечно же, узнаете вот эту мощь с огромным купольным линзоподобным сапфировым стеклом здесь. Очень солидно, увесисто, конечно. Ну, это прям чувствуется. Но это пиратская лимитка. И здесь интересная фишка, которую никто, как мне кажется, до Spinnaker не реализовал. Посмотрите, секундная стрелка в виде такой сабли. Ну, очевидно, пиратской сабли. То есть, это такая пиратская лимитка. Всего 170 штук вышла. Заводная головка с левой стороны. Кстати, это правильно, потому что часы такие увесистые, часы крупные, и заводная головка мешаться не будет. Понятно, что искажения приятные глазу здесь присутствует, поэтому при определенном освещении, когда определенный угол зрения на этот циферблат, то определить время будет достаточно проблематично. Но мы же с вами пираты, корсары, да, и главное это вес часов, которыми можно зарядить, в общем, противнику, так сказать, в кабину. Вот, здесь у нас механика, Seiko NH35, автоподзавод в этих часах, естественно, есть. Диаметр 45 мм, от ушка до ушка 52 мм, ну и высота 21 мм. Есть гелевый клапан, потому что водозащита аж 550 метров. И что у нас еще? Суперлюминово. Ну и отмечу также керамическую вставку на безеле. Безель четкий, безель уверенный, такой мощный, под стать корпусу. Знаете, хват может быть у него не самый удобный, но за счет того, что все-таки часы крупные, высокие, и здесь достаточно сглажено все, то неплохо, потому что нигде ничего цепляться не будет. И это прям хорошо. Давайте покажу, как на моем запястье они смотрятся. Мое запястье 18,5. Ну, сидят они, кстати говоря, неплохо. Даже вот на такое среднее запястье. Потому что ушки достаточно короткие. Облегают неплохо так запястье. И очень даже приятненько и симпатичненько. На лето самое то. Мощь, бруталити. Ну и, конечно, нужно на море такую модель обязательно носить. Есть система быстрой замены ремешка, если что, можно будет поставить второй ремешок из комплекта. Ну и вес этой разудалой модели 256 грамм. Ну, на запястье, как вы понимаете, чувствуется. Что касается того, сколько там про запас, ну, про запас где-то сантиметра 4, а то и 5, так что на крупное запястье эта модель тоже подойдет. Что сразу хочу сказать, наверное, да, приятно сделано. Качество здесь имеется. Здесь отличные характеристики. Здесь, конечно, крутая фишка в виде вот этого вот огромного стекла. Конечно, в плане дизайна здесь тоже много чего интересного. И сабля, и посмотрите, здесь есть интересная фактура по циферу. Очень необычный циферблат. У нас здесь корабль на заднем плане. И, как мне кажется, здорово сделали. То есть, и идея интересная, и реализация. Ну, и объемные такие трехмерные метки, без обрамления. Здесь тоже прикольно выглядят. И в плане читаемости здесь все окей. Ну, с учетом того, что, конечно же, стекло немножечко ситуацию искажает. Плюс есть окошко даты у отметки 9 часов. В общем, большая, крупная, брутальная модель для любителей крупных часов и для любителей вот таких вот необычных лимиток, которые, конечно же, запоминаются. Aviate Hawker Hurricane — это не просто хронограф, а такая специальная лимитка в честь 4-летнего творческого пути Бена Ли. Это художник и иллюстратор из Великобритании, создатель арт-ателье Ink Dial. Он известен своими реалистичными набросками культовых часов, выполненных ручками и маркерами. Он, кстати, уже успел посотрудничать с IWC, Жижели Культер, G-Shock, а его первая коллаборация была, кстати говоря, именно с Aviate. И здесь циферблат модели и задняя крышка в таком фирменном иллюстративном стиле Бена Ли, как будто нарисованный эскиз, такая техника скетча. И спереди, да, и задняя крышка, как раз в честь знаменитого самолета Hawker Hurricane, истребителя, она тоже выполнена в виде скетча. Вот так вот интересно это выглядит. И действительно, циферблат и часы воспринимаются по-другому. Как мне кажется, это уже, знаете, опять же, такое вот на стыке, что называется, искусство
современного искусства и часов. Поэтому, наверное, здесь часы подойдут сразу 3 направлениям. Это любителям искусства, и в том числе конкретно BNLE и часов, и, собственно, линейки, которая посвящена истребителям. Ну, что касается характеристик, то, как я уже сказал, здесь кварцевый хронограф, да, есть тахиметр. Кстати, шкала тахиметра тоже такая мультяшными, скетчевыми, да, сделана шрифтом. 50 метров водозащита, минеральное стекло. Кстати говоря, у этой модели очень доступная цена, несмотря на вот то, что это прям крайне необычная штукенция, да, крайне необычный релиз. Диаметр 43 мм, 50 мм от ушка до ушка, высота 14 мм. Ну и здесь есть люминофор на циферблате, да, на метках и стрелках. И, кстати говоря, я вам еще не сказал, что в комплекте есть еще ультрафиолетовый фонарик для того, чтобы побыстрее, да, их люм посмотреть и подзарядить. Есть еще вот второй ремешок, да, про который мы говорили, и он тоже светится в темноте, там тоже есть люминофор. Кстати, в комплекте такой вот чистящая, да, салфеточка, тряпочка, которая тоже со стилистикой Ink Dial. И маленький буклетик, тоже Ink Dial, такая персонализация, как раз вот как они делают свои скетчи, конкретно вот эту вот модельку. Поэтому, казалось бы, одна из самых доступных, да, моделей в сегодняшней подборке, но, что называется, очень-очень-очень интересная и необычная. Здесь корпус стальной, безель с PVD покрытием, он такой черный, с зеркальной полировкой, блестящий. И знаете, вот, ну, здорово, вот как для меня, наверное, больше как вот действительно скетч, рисунок, или, может быть, даже в каком-то мере, так иногда бывают компьютерные игры в такой стилистике. Очень прикольно сделано, прям очень необычно. Выглядит классно, и мне кажется, это прям редкость. По крайней мере, никто такого не делал до Aviate, и здорово. На моем запястье 18,5 вполне себе приятно этот хронограф располагается, очень удобно, он невысокий. И, кстати, хорошо, что они сделали матовый черный ремешок, кстати, такой плотный и приятненький, потому что он не привлекает, не перетягивает на себя внимание. Все внимание идет на циферблат, и циферблат здесь просто потрясающий. Ну, стрелки вот как будто бы прям нарисованы. И вообще как будто бы ты берешь часы, которые на листе бумаги нарисованы, и потом раз и надеваешь их на свое запястье. Ну, а по весу здесь всего-то 76 грамм. В общем, ни о чем. Ну, и на задней крышке, кстати, тоже здесь красиво в виде скетча сделан. Такой на стекле вот тоже у нас идет рисунок. Приятная модель, и приятно, что это лимитка, и к тому же, что в России, так что можно заиметь вот такую вот редкость, я бы сказал. Nubeo Skylab. Хит от микробренда, которые решили, ну, в ответ на рыночный запрос, выпустили его в новых цветах в 2025 году. Здесь, конечно же, блуждающий час. И, ну, это, наверное, знаете, блуждающий час для меня стал, наверное, главным усложнением 2024 года среди микробрендов, потому что многие микробренды выпустили это усложнение, и, как мне кажется, оно вот прям такое усложнение, которое пришло от супер эксклюзивных уникальных брендов, уже пришло в микробренды и в очень-очень доступный ценовой сегмент. Меняется вся парадигма микробрендов, теперь они могут делать не только вот базовые банальные усложнения, они могут делать все. Блуждающий час — это, конечно, круто. Ну, что такое блуждающий час? Если вдруг кто-то не знает, сейчас покажу. Это вот когда у нас вот так, да? Часы — это здесь у нас таких вот объемных трехмерных прямоугольниках. И минуты у нас идут по нижней разметке. Несмотря на какую-то вот первоначальную сложность, очень удобно и очень хорошо считывается, если вы вот буквально немножко привыкли к такой индикации по часам. Все, сразу будет понятно. 8 часов, 8 часов 15 минут, 8 часов 30 минут, 8 часов 45 и 60. Если у вас голова немножко работает, мозг еще такой не заскорузлый, то вы, конечно же, привыкнете к этим часам и потом поймете, что это просто супер удобно. Ну и, конечно же, выглядит это как вот прям космически. Очень космически, очень необычно и очень дорого. Ну и здорово, что сделали разные цвета. Конечно, можно подобрать под себя. Можно, как у нас иногда любят, ну, надо помрачнее что-то взять. Но вот у Nubeo есть модели, которые действительно дарят
позитив, особенно когда у нас вот такая зима, как сейчас, да, в центральной части России, когда вообще непонятно, это зима, осень, весна или что это такое. А вот такие позитивные цвета, знаете, это прям классно. Ну, здесь у нас каучуковый ремешок, такой желтого цвета, достаточно мягкий, удобный и красиво сочетается эти два цвета. Мне нравится, выглядит здорово, выглядит прям ярко, сочно. И космический, знаете, что-то такое природное, да, может, мне просто уже не хватает, наверное, какой-то природы сейчас, да, зимой в Москве, ну, блин, выглядит здорово. Значит, здесь 100 метров водозащиты, сапфировое стекло, сталь с IP покрытием, трехмерные индексы, 48 мм диаметр, 54 мм от ушка до ушка и высота 19 мм, как видите, здесь стекло сапфировое купольное. Ну и по весу, они не самые легкие, но опять же на каучуке в принципе окей будет, 147 миллиметров даже не дотягивает. На моем запястье крупноватый, для меня, наверное, крупноватый. Ну, в принципе, для лета может быть вот это максимум, который могу себе позволить, но на крупное запястье, да, и выше моего, это будет прям бомбяо, как мне кажется. С другой стороны, с учетом того, что здесь ушек как таковых нет, в принципе, если вы позволяете себе крупные часы, то почему бы и нет. Можно, в принципе, и так попробовать. И даже на 18 даже попробовать. Модель бомбическая. Слушайте, ну я знал всегда, что японцы любят что-то необычное. Они немножко такие повернутые на каких-то вещах, вот таких специфических, например, на роботах. Но чтобы сделать, знаете, вот такие часы в такой стилизации, и при том, что это доступно по деньгам, ну, наверное, действительно на это способны только японцы. Модель Tax AT Lens, версия Gold and Robotoys, ну, японский бренд, да, и при том, что кажется, что это что-то прям невероятное, на самом деле это универсальные часы. И они подойдут как фанатам фотографии, потому что Tax это, в принципе, бренд, который заточен, да, вот под стилизацию классических фотоаппаратов, зеркальных камер, и поэтому они подходят и фанатам часов, и фанатам фотоаппаратов, и, наверное, и фанатов такой вот стимпанка и роботов. Корпус, да, как вы видите, здесь часов, опять же, стилизация идет в виде объектива, а в целом это модель коллаба Tax и корейского арт-бюро Robotoys. Ну, блин, а знаете, потрясающий, при том, что еще и качество здесь классное. Обычно как бывает? Часы крутые, например, да, коробка, ну так себе. Посмотрел один раз, повертел в руках и поставил. А здесь у него руки движутся. Главное, детям своим не показывайте, они у вас сразу заберут эту игрушку. Это потрясающе. У него ноги двигаются. У него все двигается. Офигеть. Если честно, то вот он мне напоминает противника Робокопа в первой и второй, по-моему, серии. Но, по сути дела, здесь другое. Да, здесь дизайн, который японский дизайнер, да, Йосимаки Матеги, сделал эту вот футуристическую модель. Робот такой конструктор получился. И как раз дизайн навеян культовой двухобъективной камерой Rolleiflex. Ну, это по часам, да. Вот если вот в совокупности с роботом, то здесь тоже, в принципе, это самая культовая камера. Ну, потрясающе, на самом деле. Ну, ладно, мы тут с вами про часы, а то мы на игрушки уже перейдем, да. Хотя игрушка того достойна. И давайте уже все-таки про часы немножко поговорим, они того достойны. Ну что, видите, да, камера у нас с двумя объективами. Здесь даже написано вот тут. Ловить любой момент, и как будто бы это вот, да, объектив камеры. У них эта лимитка, она двух видов есть. Вот это конкретно Gold Robotoys, как я вам уже сказал. Ну и получается такое, знаете, вот как будто бы робот это инсталляция и часы два в одном, у вас все это на столе. Причем в любой момент взяли в руки, надели на запястье и вперед. Здесь, понятно, это достаточно редкая лимитка. Я думаю, разберут в момент. Значит, по диаметру 46,5, от ушка до ушка 52 мм, высота 14,8 мм, водозащита 100 метров,
сапфировое стекло, сталь с золотым PVD здесь и внутри Miyota 8N24. Можно ее, кстати говоря, даже немножко рассмотреть сквозь вот эти вот окошки, да, сквозь линзы, я бы сказал. И есть система быстрой замены ремешка. И представьте себе, всего по 150 штук вот такие вот лимитки продаются. Честно говоря, здесь бы я хотел бы увидеть лимитированность да побольше, где-нибудь штук 500 хотя бы по всему миру, потому что 150, ну, явно мало. Мое запястье 18,5, но, как видите, посадочка здесь удобная. Ну, эти часы для того, чтобы их показывать, для того, чтобы про них говорить, поэтому они маленькими быть не могут. Но в целом на моем запястье они вполне себе органично смотрятся. А на крупном запястье так и подавно. Вы, кстати, напишите в комментариях, что вам эти часы напоминают. Ну, вот конкретно часы циферблат, да, вот сразу камера, кинокамера такая старая. А вот в совокупности с роботом, конечно, ну, мне кажется, у каждого разные эмоции, разные представления, разные. Да, смотрите, тут на плашке прям индивидуальный номер написан. Слушайте, ну такс это прям вот, ребята, я бы сказал, замороченные. Потрясающе. И качество шикарное, и дизайн, и идеи, и воплощение. Здесь, конечно, все просто вот на 10 баллов из 10. Так, и сколько наша красота весит? Красота весит 206 грамм. Ну, они не самые легкие, конечно же. И что касается того, сколько про запас нам японцы оставили, ну, 4 сантиметра есть. Что неплохо. Ну и завершает нашу сегодняшнюю подборку Nubeo, конечно же, с турбионом. И здесь прозрачный корпус, спереди сапфировое стекло, а весь корпус у нас из пластика. Потому что что? Потому что правильно, это дань моде. Ришар Миль делает такие за сотни тысяч долларов. Ну, Nubeo вам их сделал немножко подоступнее. К тому же еще и с турбиком. Модель называется Nubeo Viper. 50 метров водозащита, 43,5 диаметр. Здесь по часам, ну, расстояние, да, вот в этой части. И по длине 51 мм и 15 мм высота. Здесь турбион, здесь люминофор и вот такая вот прозрачная модель. Можно рассмотреть ее во всех подробностях. Благо, ничего не скрывает. Ну, только здесь вот я уж наклеечку не буду снимать. Но можно будет посмотреть механизм и с одной, и с другой стороны. Плюс есть люминофор на метках и стрелочках. Высокие, конечно же, часы, а что вы хотели? Но на запястье, конечно же, сразу видны. Такая летняя модель, опять же, да, еще и с белым каучуковым ремешком. Кстати, он очень удобно сидит на запястье, и он очень мягкий, прям супер шикарный, я бы сказал, премиальный ремешок. Ну, это прям часы, которые хочется носить летом, которые дарят позитив, которые, конечно же, нужно носить под короткий рукав. Я не представляю людей, которые подобные часы или Ришар Миль носят с длинным рукавом. Мне кажется, здесь должно быть короткий рукав, и вы просто всем показываете. Вот такая вот красотулечка, еще и с турбионом у меня на запястье. Лето, солнце, шорты, море и вкусные коктейли. Вот для такого такие часы сделаны. И плюс они очень легкие, то есть они для лета супер подходят, потому что легкие, потому что здесь ремешок такой прям очень много дырочек, чтобы пот выходил. Так что, в принципе, сейчас у нас, знаете ли, при нашей погоде уже лето и не за горами, так что пора запасаться турбионами на лето, как мне кажется. 114 грамм с учетом размеров этих часов, в принципе, это не так уж и много. Ну и здесь понятно, что такое скелетон, да, поэтому с читаемостью определенные сложности будут, но эти часы не про читаемость, эти часы про стиль. И стиль здесь просто-таки хоть отбавляй. Сделанные на совесть, сделанные очень приятно. Ну и с этим турбионом уже достаточно много разных моделей выходит, в том числе у Nubeo. Вот такая вот подборочка 5 очень интересных моделей от микробрендов, которые вот только-только как горячие пирожки вышли буквально вот январь 2025 года. Напишите, какие из них вам понравились больше. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.